Мангостауская область Казахстана населяют в основном адайцы. Это своенравный, независимый род. Адай – род воинов. Они не признавали власть ханов, царей. Основные черты характера адайцев – это гордость, смелость, честность. Адайцы держат данное ими слово. У них развит культ почитания предков и святых. Большинство коренных жителей Жанаозеня – адайцы. Поэтому неудивительно, что именно в этом городе нефтяники поднялись на забастовку против обмана и несправедливости работодателей и властей. Я приезжал в Жанаозень в июле-августе, сентябре 2011 года. Жил с нефтяниками на площади, а затем был на судебных процессах. Я вернулся в Жанаозень спустя 2 года, после кровавых событий, которыми закончилась забастовка. Сейчас пишу книгу о Жанаозене. Я хочу разобраться, что же на самом деле произошло 16 декабря 2011 года и как эти последствия отразились на всем Казахстане. Я хочу понять, почему власть не слышит народ. Я знаю только то, что авторитаризм усугубил все зло, которое мешает будущему нашей страны. Забастовка в Жанаозене имела несколько причин. Во-первых, работодатели обманывали нефтяников при начислении зарплат. В официальных ведомостях Узеймунайгаза и то, что рабочие получали на руки, были совершенно разные цифры. Руководство компании наживалось на своих сотрудниках. Во-вторых, работодатель не объяснил нефтяникам, как начисляется коэффициент 1,8. Дело в том, что с 1 января 2009 года распоряжением премьера-министра Масимова был введен этот коэффициент. Но сам механизм начисления не был доведен до нефтяников. Более того, от них это скрывалось. Когда они узнали, то думали, что эти коэффициенты должны быть начислены на среднюю зарплату. А работодатель стал утверждать, что начисление на минимальную ставку оплаты труда. В-третьих, люди, которые защищали нефтяников, подвергались репрессиям со стороны работодателя, который нанимал криминал, чтобы запугивать лидеров независимых профсоюзов. Например, Наталью Соколову, юриста, защищавшего работника Каражанбасмунайгаз, осудили сначала на 8 суток, а затем на 6 лет, просто за то, что она защищала работников. Это произошло 20 мая. А 26 мая началась голодовка в Узеймунайгазе на территории предприятия УОЗ-5. Бастующие выдвинули свои требования, среди которых было освобождение Натальи Соколовой. Но работодатель и Аким сказали, что Актаусский суд уже вынес решение в отношении Соколовой. К тому же суд города Жанаозен признал забастовку незаконной. С помощью ОМОНа были избиты нефтяники возле УОЗ-5. После этого забастовка переместилась на центральную площадь города Жанаозен. Арнамысы жоқ, сол үшін олар үйіне барып әйелдерін үгіттейді. Летом в городе жара до 50 градусов. А зимой сильный ветер, жуткий мороз. Но это не остановило нефтяников.
Они хотели восстановить справедливость. Люди требовали только причитающиеся им. За время забастовки власти неоднократно проводили провокации, чтобы сорвать ее. Так, одного из лидеров протеста, Наталью Ажигалиеву, посадили на 15 суток только за то, что она дала интервью «Радио Свобода». То мы бараны, да? Если мы только начинаем за свои... Дочь другого лидера, Розы Тулетаевой, Алия, была арестована по сфабрикованному делу. Ее обещали отпустить, если мать уйдет с площади. Июльде маған провокация болды. Ол деген Отарбаева Нұрсұлу деген әйел. Телефоныма звондады. Кел, Алия, кел деп артымнан қоймады. Дәмеш Саргулова, Дәмешке сен сообщение жазғансың деді. Сосын мен Саргулова Дәмешті танымаймын дедім вообще. Бардым, сосын дос қызым вообще сыртта тұр коридорда. Бір кезде бардым, бір кезде маған сообщение жазған. Сосын тексердім. Жоқ, менің номерім емес дедім. Еще ол жерде басқа адамның аты тұрды. Уже ана әйел Дәмеш Саргулова үйінде кесе заттар сындырғанда, Отарбай Нұрсұлуның. Содан кейін маған тиісіп бастады айқайлапты. Сосын мен уже түсініп бастадым провокация екен. Ол жерде провокация болды. Сосын мен дос қызым айттым, милиция шақыр дедім, сразу полициялар шақыр дедім да, уже біліп тұрмын провокация екен. Сол полиция шақырды. Жаңа Дәмеш Саргулова өзінің үстін тіліп тастаған тырнағымен да. Сол кезде қолымызды бұрап, менің қолымды бұрап әйтеуір жүр деп неге алып кетті. Патрульге салып, бізді спецприемникке алды. В июле 2011 года был убит Жексылык Турбаев. Он работал в компании Field Service. Это одна из сервисных компаний Узеньмунайгаза. Накануне убийства Турбаева хотели избрать руководителем правкома. Он поддерживал забастовку, и за это с ним расправились. Турбаев был найден забитым насмерть в рабочем вагончике. Убийцы не были установлены. Но несомненно, что это делалось из-за боязни, что забастовку поддержат все новые и новые организации. В следующем месяце была убита Жансауле Карабалаева. 19-летняя девушка являлась дочерью одного из участников забастовки. Ее изнасиловали и проломили голову. Возможно, это преступление было связано с участием отца девушки в забастовке. До убийства дочери ему неоднократно поступали угрозы. Мужчину вынуждали отказаться от забастовки. Некоторых нефтяников просто били. Делали это специально нанятые люди, а также сами правоохранительные органы. Тек шабуыл жасалмайды. Ол ереуілдің салдарынан болып жатқан жат. Себебі сол ереуілдің ішінде жүріп көптеген ақпараттық жұмысты тарқатумен де айналысатын едім. Көптеген Азаттық радиосы болсын, немесе Гүлжан Ерғалиеваның сайтына болсын. Көптеген суреттерін де жағдайды да толық ақпаратты беріп отыратын бірде-біреу мен едім. Сондай жағдай соған қалыптасып, соған әкеліп отыр. Және мен оған именно сол осы ереуілдің салдарынан екеніне сеніп те отырмын, біліп те отырмын. Сондай жағдай. Мен сол өзімнің тұрған бауырларым, азаматтарым тұрғанның арасында болуым керек деп ойлаймын. Құдай қаласа жазылып, әбден жараларым біткеннен кейін сол азаматтардың арасында табыламын. Это архивная запись. Сегодня, спустя 2 года, Естай Карашаев отказался от интервью. Его семья до сих пор запугана. За любое откровенное слово Естая могут отправить на зону. 15 декабря 2011 года на площади Жанаузена началась подготовка к празднику – Дню независимости Казахстана. Власти города решили отметить праздник именно на площади. И это несмотря на то, что там в это время уже 7 месяцев бастовали нефтяники. Нефтяник Нурлыбек Нургалиев был на площади и сам пострадал от пули полицейского.
15-го, вот, когда вот юрты там на машине привезли, тут, которые забастовщики стояли, они против были. Они начали собирать свои юрты, а эти полицейские заставили их сюда ставить юрты. Заставили. Всех напугали вот хозяина. И 16-го, вот когда вот пришли мы сюда утром, тут народ много было. Там перед Сахной парад был, да. После вот как парад началось, после парада уже вот здесь волнение было, да. И полицейские в цепях вот перед нами стояли и нас отталкивали. Венера Попова, бывший руководитель коммунальной службы города Жанаузен, тоже была в те дни на площади. И видела, с чего началось. Сначала зажгли автобус там вдали, возле гармошки. Потом начали бомбить вот эту сцену, где детки выступали. И это были не наши нефтяники, это были неизвестные молодцы с арматуринами. Они выдалбливали из эту плитку и бросались. Ну, короче, все разрушали. Не нефтяники. Не нефтяники. Наши как стояли, не жанаузенцы. Они были совсем по-другому одеты, это раз. Потом зажгли акимат, потом акимат запылал, тут машина рядом взорвалась. Наши нефтяники как стояли, так и стояли. Они не сдвинулись никуда. Даже пожарка приехала, чтобы разогнать. Пожарку вот эти молодчики камнями, как говорится, согнали. Она уехала. Потом задымился Узень Мунайгаз. Причем дружно. Прямо из подвала со всех окон повалил дым. Так не может быть. Там с чего? Такой высокий забор. Там высокий забор, там охрана. Туда никто никогда не войдет и не проникнет. Но факт того, что загорелся подвал дружно. И нефтяники всей массой ринулись к нему. Бар. Осторожно. Я сказала: ребята, вы куда бежите, это провокация. Они говорят: там у нас документы в подвале, сейчас архив весь сожгут, мы ничего не докажем. Вот такой был разговор. И они все кинулись, а их уже встречал шквал огня. И они начали стрелять. Кто с колена, кто с плеча. Короче, стреляли. Хотя народ сразу, как они только подняли автомат, народ сразу повернулся, побежал. Понимаете? А они стреляли им вслед. Людей нападало очень много. Черное все было. Это не 16 человек, и не 36 человек. И сколько там лежало потом, когда все разбежались. По официальной информации, от пуль полицейских погибло 16 человек, и более 100 получили ранения. Но многие свидетели говорят, что жертв было гораздо больше. Власти их просто скрыли. Дюсен Нуров – нефтяник. В результате огнестрельного ранения он стал инвалидом. Одна нога у него теперь короче другой, на 3 сантиметра. Шолпан – его жена. Она поддерживала Дюсена во время забастовки. Соны жүгіріп барғанда күйеуім уже арт жағында уазда жатыр. Мына жағында кеше Нұрлыбек те бар, иығынан оқ тиетін тамағына. Енді солардың бәрі көз алдымызда сайрап тұр, қан дейтін кәдімгі бір-бірі ағып жатыр. Жаман болып кәдімгі тіпті жерге ағып жатыр қан дейтін машинаның есігінен. Екі адам ішінде уже өліп жатыр. Бірінші этаждан дауыстар естіліп жатыр. Елка құлап жатыр, өртеніп жатыр, автобус өртеніп жатыр. Тек үйден жүгіріп шықтық та барсақ баяғы басталып кеткен. Жаңа дейтін уже көп ұзамай уже ар жақтан Узень Мунайгаз жақтан ату басталды, атып келатты кәдімгі.
бар да, әлі жоғалып кеткен, табылмай жатқан ондай халықтың арасында бар. Бірақ білмеймін, неге шындықты айтып, неге шындықтан қорқады, неге айтпайды халық. Мысалы, неге айтпайды, неге жасырады? Наоборот, айту керек қой. Мені алып баратқан уақытта, Құдай бар ғой. Мен алып баратқанда, мен аяғыммен жатырмын ғой мына неде, аяғым оқ тиген. Қасымда жаңағы медбрат болды. Ақтаудан келгенде, сосын сұрадым, ініме қырылып қалдық қой. Қанша адам өлді дедім бе? Сол уақытта маған айтқанда, аға деп, саған дейін, міне осы біз көзіммен көрген 23 адамды моргқа апарып тастады деді. Неше? 23 адам. 23. Моргқа апарып тастады деді. — 16 декабря было убито множество случайных людей. Они волей случая оказались на площади и попали под автоматные очереди полицейских. Так погибла Жанар Абдикаримова, которую застрелили в тот момент, когда она подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Пули попали в шею. Ее муж остался один с 4 детьми. Он отказался дать интервью, сообщив, что в ближайшие месяцы получает от акимата дом и боится, что если он расскажет правду, ему не отдадут жилье. 15 декабря из акимата в департамент образования поступил приказ привести завтра детей на площадь, чтобы отпраздновать День независимости. Департамент потребовал, чтобы директора школ вывели детей. Құбайлы Байбек менің ұлым 22 жасында өмірден өтті. Мен өзім жаңа мектеп лицейінде қазақ тілі әдебиетінен сабақ беремін. Мұғаліммін. Кешегі тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңындағы 16 желтоқсан. Осы 16 желтоқсан күні мектепте осы алаңда шеру болу үшін 10 класс 11 сынып оқушыларын біз жинадық. Осы алаңға таңертеңгісін сағат 7:30 кезінде менің ұлым Байбек өзімді оқушылардың қасына тастап кетті. Алаңда біз өткен кезде менің көргенім скорый машиналар, жедел жәрдем машиналары болды, сосын өрт сөндіру машиналары болды. Осы недегі жаңағы өрт сөндіру машиналары, жедел жәрдем машиналарының бәрі сол жерде тізбектеліп тұрды. Сол 11-лердің қарсаңында кетіп бара жатқан кезде оқушыларым сұраған, 10 класстың оқушылары, апай, мына жедел жәрдем машинасы не үшін тұр, өрт сөндіру машиналары не үшін тұр деп сондай қылып сұрақ қойған. Бірақ мен жоқ, балдар ештеңе болмайды, ешқандай үрей де қорқыныш та жоқ деп балдарды сол жерде директор бізге тапсырма берді. Әр оқушыны ата-анасына өз қолыңызбен апарып тапсырасыз деді. Ол таңертеңгісін 7:30 мені тастатты, оқушыларым қасыма тастатты. Ол сол жұмысына кетті. Бірақ ол кезде ұлыма звондаған жоқпын. Содан келдім, 2:30-да үйге келдім, ешқандай бір шай да іше алмадым, тамақ та іше алмадым, ештеңе обед вообще іше алмадым. Келінім айттым, Байбек звондаған жоқ па? Жоқ, мама, ол обедке келем деп айтты, маған қуырдақ жасап қой деп айтты деп несінде. Келдім, үйге келгеннен кейін сағат 3-4-дің шамасында есіктің алдында бір 5-6 кісілер тұр екен, тағы да үйдің айналасында бір әйелдер тұр екен. Содан үйге келсем, олар сол алаңдағы болған оқиғаның бәрін көрген, Байбекке автоматпен оқ атылған, артынан кеп атылған Байбектің артынан. Одан кейін олар таныған, бетінің ешқандай несі, көретін несі болмаған, қанға былғанып жатқан кәдімгі. Содан бір баласы бар, тек аяғындағы кроссовкасынан таныған. Байбектің кроссовкасынан таныған. Анау Байбектің кроссовкасы точно Байбек деп несінде солай қылып. Сонымен келіп, бір бала келіп айтты, апа, не қылмаңыз, біз деген Байбектің кроссовкасынан таныдық. Байбек деген моргта жатыр деп сөйледі. Сосын кейін сол күні мен ешқандай мен оны неткем жоқ, сенгем де жоқ, келген адамдардың бәрін, үйге келген адамдардың бәрін жаман көрдім кәдімгі несінде. Жоқ, ол өлу мүмкін емес, ол жерге бару мүмкін емес несінде деп. Сонымен не керек? Моргқа бардым. Моргқа барған сәтте бізді кіргізген жоқ. Кәдімгі әскер барлық несінде мына ОМОНның адамдардың бәрі қаптап тұр. Мына немен удостоверениемен барып қарап беріңізші маған деген сәтте бір жігіт келіп, апай, әкеліңіз, мен қарап келейін деп сөйледі. Содан бірінші несінде удостоверениесін алып алды да, балаңыз бірінші нөмірдегі моргтың несінде жатыр деп сөйледі. Арадан 3-4 күн уақыт өтті. 5-ші күн дегенде баланың мүрдесін алып келді. Міне осылай кетті де қалды. Қанішерлер баланы сондай қылып азаппен өлтіріп отыр. Оның ешқандай жазығы жоқ, оның ешқандай забастовкаға қатысы жоқ.
Оның тек іздеп барғаны мен, таңертеңгісін мені тастап кетті. Мені тастап кеткенде ол анам сол жерде менің мүмкін оқушылармен бірге қабат жүріп, ол мүмкін оққа бірдеңеге шалдық қылар деген сияқты оймен барған. Оның ешқандай ол жерде ол қызық көріп, ол жерде жаңағы өртті қызықтап, немесе жанып жатқан машиналарды қызықтап барған ештеңесі жоқ. Анасы болғасын ол мені іздеп барды. Егер мен сол жерде оқушыларды үйіне алып кетпей, мен сол жерге барғанымда, оны қолыма ұстап, кәдімгі оқ деген бетін сипалап бір қалар едім. Мендегі ең ішімде күйіктім. После трагедии от Куляш ушла невестка с внуком. Не выдержала. И такая проблема почти во всех семьях, потерявших сыновей. Рая и Расул Юсуповы родом из Дагестана. Они уже 30 лет живут в Казахстане. Расул нефтяник. Он стоял на забастовке. Их сын Радик всю жизнь прожил в Жанаузене. Здесь женился, и у него родилась дочь. 16 декабря Радик сказал маме, что идет в парикмахерскую. И не вернулся. Сколько уже вот прошло. Все равно как будто это число возвращается каждый день. Шестнадцатого всю ночь просидела у окна. Ворота наши железные. В ту ночь ветер сильный, был холод. Как только ворота шевелятся, мне кажется, Радик идет. Ну, видимо, сноха немножко заснула. Утром 17-го мне говорит, я сон видела, говорит. Радик, говорит, просил вытащить его из багажника. В этот момент уже мой дивер в морге посмотрел, там нашел. То, что было уже на УЗИ, давно уже глаза закрыты. Жизнь идет своим чередом. Так и говорят, так и нам советуют. Что теперь? Ольда кетті, қалды. Что можете сделать? Надо забыть, надо жить. Жизнь продолжается, надо жить. Не плачь, не нервничай. Живи. Как жить? Как жить? Как мне проходить каждый день эти вот двери открывать? Боятся говорить. Много знают люди еще. Много знают, но когда-то скажут. В том, что люди запуганы и боятся говорить, я убеждался неоднократно. На мои просьбы дать интервью многие нефтяники отказывались наотрез. Они это мотивировали тем, что их посадят, выгонят с работы или как-то навредят родным. Сами нефтяники надеются, что в будущем будут обнародованы видеоматериалы, которые еще спрятаны, что их огласка – лишь дело времени. Во многом события в Жанаузене связаны также с массовой безработицей среди молодежи и отсутствием жилья. Разные источники утверждают, что среди погибших были детдомовцы. Они в период забастовки тоже приходили на площадь и заявляли о солидарности с бастующими. Бывшие детдомовцы, к которым я иду, живут по 12-15 человек в трехкомнатной государственной квартире. Работу найти они не могут, поэтому 1-2 работающих человека кормят всех остальных. Все, знаете там, как говорится? И, конечно, детдомовцев легче всего обвинить в мародерстве и беспорядках, а также безнаказанно пытать, выбивая показания. Я сам осудился, после дома вышел, осудили. То свой сына из дома выгнали. Да, наших свидетелей даже пытали. Нас-то что, каждый день пытали там, как я с 10 января меня закрыли. И меня там начали бить, избивать, пытки, угрожения. Прокуратура защищала вас? Вообще прокуратура не защищала. Сами, вот прокуратура нас пытали в самом здании прокуратуры. У меня все свидетели отказались от своих слов. Но несмотря на это, даже меня взяли не за что 2 года условно. Братишку взяли год условно.
А его что судили? То, что ему в ногу пулю попало, что ли? Жигер, вот как он тогда, помнишь, просил изменить ему меру пресечения с тем, что у него... С глазом, да. Что случилось вот с ним? Он на операцию готовился, ходил. После 16 его взяли, закрыли тоже, да. Он с бинтом ходил еще. Ему уже опоздали, да, операцию делать, да. Максет, отец Жигера Аманжолова, инженер. Из-за переживания за сына стал нетрудоспособным. У него отказали руки. Когда начались эти аресты 19 числа, приехали с ОМОНом один милиционер. Говорит, забираем его, подозрение участия в этих беспорядках. Я говорю, я же звонил домой, он дома был. Ну, хорошо, говорю, одного не отпущу, вместе пойду. Там был. Объяснил этому следователю, мол, говорю, я раза 3-4 проверял даже, чтобы он не выходил. Задержали. За что? Я не знаю. Потом на суде же говорили, вот, мол, 6 человек заходили в суд, 5 выходили, попали к ОМОНовцам, 6-й он через окно ушел. Вот, не выходил, через окно ушел. А там реплика. Суд пока же нету окна. Там окна нету. Ну, сняли ограбление, сняли. Теперь участие в беспорядке. Сұрақтарды қалай сұрақ қойды, солай ұрып отырады ғой адамды. Мен айттым, мен денсаулығым жоқ, мен осының алдында мен ауыр операциядан келдім. Ешқандай перевязкамен отырдым, пистолет тақап қорқытады адамды. Мен сені атып тастаймын, сен ештеңе де істей алмайсың, ештеңе де дәлелдей алмайсың дейді. Бет-аузымен столға да ұрған. 5-6 адам болып отырады, жан-жақтан сұрақ қояды, сұрақ қойған сайын ұрып отырады адамды. Сонда да мен ешқандай мойныма алған жоқ, мен еш нәрсені де. То есть они хотели, чтобы ты признался? Да. Бірінші 19-ында шақыр. Они предлагали тебе, чтобы ты кого-то очернил? Да. Сперва так. Когда он отказался, тогда его самого закроют. Мен енді көрмеген затымды біреу істеді деп қалай айтамын. Оның да бала шағасы ол, оның да біреудің өмірімен ойнағым келмейді де, бір ауыз сөздің ішінде. Пытки и выбивание признательных показаний стали в те дни нормой для полицейских. Кровь здесь! Мало кто из женоузенцев мужского пола во время введенного комендантского часа не подвергся пыткам и издевательствам. Любой мужчина, который выходил в эти дни на улицу, задерживался и отправлялся в СИЗО. Помимо того, что его там могли избить, у него изымали деньги и сотовый телефон. Целью военных было уничтожение видеозаписей, сделанных на мобильном. Любая машина, которая въезжала или выезжала из города, должна была платить дань полицейским. Саша Боженко – воспитанник детдома. Он давал показания в полиции против бастующих нефтяников. Он делал это как анонимный свидетель. Но на суде над нефтяниками он побоялся взять грех на душу и заявил всем, что отказывается от своих слов. Он признался, что дал показания под пытками. 18 числа поймали меня возле почти дома, ОМОНовцы, там солдат. Завели валан, потом в газель, избивали, били. Потом в гараж завели. Я почти с 11 до 8, до 9 вечера ночи я сидел без обуви, в носках в воде. Били меня, мне кисть сломали. Милиционер, я его знаю на лицо, имя не знаю. Он сказал, это президент. Президент мне так сказал, приказал. Саша знал, что ему не дадут жить после его признания. Я буду до конца стоять. Я суду сказал, говорю, вот этот человек будет на свободе, хоть я умру, я достойно умру. Ничего случайного в жизни не бывает. Саша говорил, как ему угрожали полицейские после его признания в суде. Он сообщал это своему брату, друзьям-детдомовцам. Поэтому есть основания полагать, что убийство Боженко было заказным. Ночью Саша зашел в магазин за минералкой.
В это время у прилавка возник конфликт. Двое парней не могли расплатиться. Саша подошел и положил недостающим 50 тенге. Это якобы оскорбило парней, которые, выйдя из магазина, решили дождаться Сашу. На улице они стали его избивать. Потом они остановили такси и избитого Сашу Боженко повезли в район 19-й школы, где добили его арматурой. Но на этом беспредел, устроенный властями Казахстана, не закончился. Судебный процесс над 37 нефтяниками и дело Козлова стало символом несправедливости для жанаузенцев и предостережением для всех казахстанцев. Эти суды убедили мировую общественность в отсутствии демократии в Казахстане. Брат Агимы был ранен 16 декабря на площади, а потом его судили, хотя его вина, как и многих других, не была доказана. 7 месяцев стоял на забастовке, поэтому, наверное, закрыли его. А так он ни в чем не виноват же, никого не бил, никого не убивал, например. Почему? Всех же закрыли почти, нефтяников. Допрашивали всех. А потом некоторых отпустили, а 37 человек судили. Полицейские. Они сказали, что они нас били, кидали камни, а такого ничего не было. Видео показывали, тоже не доказано ничего было. Но все равно их же посадили, некоторых парней. Вот Тулетаева тоже. Тулетаева женщина, например. Кого она могла избить? Тулетаева Роза Айтбаевна. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 241 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық әрекеттер жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Самый большой срок получила Роза Тулетаева. Ее пытали, над ней издевались только за то, что она осмелилась бастовать и рассказывать правду о забастовке журналистам. Одан кейін сол қамауға түсті. Қамауда жатқан кезінде көрген то, что оның отопленияға, жанып тұрған отопленияға байлағаны, шашынан алып сүйреп тартқаны, ұрғаны, соққаны, то, что пакетпен қылғындырып, буындырғандары. Бір айдан кейін, сол бір айға дейін, мамам қамалғаннан бастап бір айға дейін маған 1 ай 8 күн дегенде разрешение берді көруге. Сол кезде, уже соның испытаниям бәрінен кейін, сол кезде көрген кезімде, мен мамамды көріп шошып кеттім. Өзінің жасынан 40 жасқа үлкен кемпірді көрдім. Шашы аппақ болып кеткен, арық. Айтайын деген, соттарға айтайын дедім, сот мырзаларға да. Сол билікте отырған, соттағы отырған. Біреуді соттардың алдында, біреудің үстінен күнә жасардың алдында, жазықсыз соттардың алдында ойлансын да. Олардың артында бала шағасы бар, ата-анасы бар адамдар да, бәрі сұрауы бар. Деді, судың да сұрауы бар деп. Олардың да сұрауы бар. Жалпы адамзаттың сұрауы болады да, любой. Сол сияқты, мысалы, анамның да сұрауы бар деген сияқты. Мысалға, бір соттың шешімі үшін, мысалы, жазықсыз анам сотталып кетті. Оның артында балалар қалды шырылдап. Во время суда над нефтяниками 19 человек из 37 заявило о том, что их показания были выбиты под пытками. Причем били арестованных не только полицейские следователи, но и работники прокуратуры. Сотта ешқандай әділдік болған жоқ. Ол айтылған, мына шындықтың бәрін айтылып атқанның бәрі ол действительно сотқа барып, мысалы, тыңдап отыр. Мына жақта әділғаз, мына жақта прокурор, мына жақта адвокат, мына жақта ішінде болғандар, анда сотталушылар бәрі де тұр. Бірақ шырылдап сөйледі, шындықтың бәрі айтылды. Действительно жәбір көргендер. Бірақ оның жан айқайын ешкім де тыңдаған жоқ. Сот бірақ өзіне шешім қабылдады өзінше. Жүсіпбаев Қанат Апуажанович, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 241 бабы 2 бөлігінде 3 бөлігіне сай, жеңілірек жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру жолымен түпкілікті жаза ретінде. Мужа Айно, Каната Жусибаева, приговорили к 6 годам. Айно осталась одна с 4 детьми. С этим приговором мы все были недовольны вообще.
Там не было никаких доказательств, никаких. На суде говорилось, что у моего мужа только 3 детей, да? Нет, то есть не 3, 2 сказали. А 2 моих детей он не озвучил. Я на суде еще кричала, это все неправда. А где остальные 2 детей? А где братишка, его, да, вот инвалид? Я уже со своими глазами все видела, как мой муж уже ушел, уже осужден на 6 лет. А вот за что, интересно мне, за что? Еще одной жертвой авторитарного режима стал один из лидеров оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов. Его посадили за то, что он пользовался авторитетом и был независим. Властям было важно свалить вину за жанаузенские события на партию «Алга», Народный фронт и лично Владимира Козлова. Его обвинили в разжигании социальной розни, но в чем она заключалась, суд объяснить так и не смог. О каком разжигании розни может идти речь, когда Козлов был в Жанаузене во время забастовки всего 2 раза? Последний раз он был в начале сентября, в течение 2 часов. Все 2 часа он рассказывал нефтяникам, в какие правозащитные международные организации партия обращается и как они пытаются достучаться до властей Казахстана. Асель Нургазиева, правозащитник, была наблюдателем на всех процессах по Жанаузену, в том числе по делу Козлова. То, что происходило, это, не знаю, какая-то пародия, что ли, или фарс какой-то. Назвать это судебным процессом, потому что, слушая, как, если не ошибаюсь, 3 дня, говорит, да, Владимир Иванович? Это настолько грамотно, настолько это обосновано, настолько это аргументировано, в отличие от скольки-то томов его дела, которые в отношении него возбудили, да, это... Так может говорить человек, у которого твердая гражданская позиция, которую я, собственно, и считаю, Владимир Иванович, именно таким. Это не было судом, это не был суд. Суд впереди, ребята. Это не суд, это судилище. Сосын мысалы, туы-тонаяқта жатқан, құртақандай келіп, алақандай келіп, көмек жасаған, мысалы, Козлов бізге алаңға шық деп айтқан жоқ қой, или Сапарғали алаңға шық деп айтқан жоқ, или Аминов алаңға шық деп айтқан жоқ қой. Олар неге соттайды не? Козлов не жазығы бар? Қарапайым халыққа туы-тонаяқ жатқан, Англия жатқан Әбіләзовты қосады. Әбіләзов не жазығы бар? Онда біздің не шығарымыз? Үкімет өзі ұстай алмады, ұстасын. Халық жауабын береді. Бұл жатқан өздерінің политикасы арасында, бірінің арасында жатқан.
А что стало с полицейскими, расстрелявшими безоружных граждан? Ведь стреляли более 100 полицейских, это не считая снайперов. Из них посадили только 5 человек. Многих повысили в звании и наградили. Например, Аманжол Кабылов был комендантом Жанаузена во время чрезвычайного положения. Он получил повышение, и его перевели в центральный аппарат в Астану. А ведь это он допустил беспредел, творившийся в отношении задержанных во время чрезвычайного положения. И таких примеров много. К тому же тех 5 полицейских осудили не за убийство, а только за превышение полномочий. Самый главный вопрос, кто дал приказ стрелять. Это просто так, чтобы кто-то решился вот так массово стрелять, я думаю, что это невозможно. До сих пор не опубликована расшифровка переговоров между руководством страны и полицейскими Жанаузена. Поэтому невозможно окончательно выяснить, кто дал команду стрелять. Ясно одно. Без санкций высшего руководства Казахстана полицейские не осмелились бы сделать это. Еще боятся все. Правду еще никто не говорит. Только единицы? Не, единицы только. Все боятся. Как считаешь, будет справедливость? Я не знаю. Я никому не верю. Лично сама никому не верю. Ты считаешь, будет в стране справедливость или нет? Нет, не верю. В Жанаузене будет справедливость? В Жанаузене нет. После того случая, вот после судебного процесса, я очень разочаровался в работах этих внутренних дел работников. Вообще стараемся не высовываться вообще. Мы ни с кем не общаемся, ни с внутренним, с работниками внутренних дел, ни с кем не общаемся. Вообще узенцы боятся? Вот. Боятся уже. Ну, беспредел мы сами видели же. Будет справедливость? Не будет, никогда не будет. Понимаете, вот у людей руки опустились, и я боюсь, как бы они вот чего-нибудь не наделали. А что делать? Ну, просто нужно все менять. Вот начиная от Назарбаева и кончая всеми вот этими чиновниками, которые засиделись там, заворовались, всех нужно менять. Бейнетін көріп алдым, 2 жыл болды жатырмын. Мен Құдайдан қорқамын. Адамнан қорықпаймын. Назарбаев та, мына үкімет басындағылар да барлығы да адам пенделер. Олар ертең өзінің әр уақытында несін алады, қорлығын көреді, толықта түсінеді. Халықтың қарасын түсінер, біреу алғысын түсінер, көрер. Мен Құдайдан қорқамын. Бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. Қорқыншы. Бұл жерде мына үкімет, бізде үкімет жоқ. Қазақстанда үкімет жоқ. Бұл үкімет сатылған үкімет. Бүткіл шетелге бәрі мына елін бәрі сатып берген үкімет. Қазіргі үкімет басында отырған адамдардың барлығы сатқын. Мен айтайын. Ішінде бар шығар бір жақсы адамдар. Барлығы сатқын. Назарбаевтан бастап барлығы сатқын. Тяжелое впечатление оставил Жанаузен. В 2011 году на забастовку выходили люди, которые верили, что в Казахстане можно добиться справедливости. Они думали, что живут в цивилизованной демократической стране. Сейчас, спустя 2 года, я увидел запуганных, затравленных людей. После того, что они видели и пережили, они до сих пор боятся говорить правду. Я верю, что пройдет всего несколько лет, и правду о Жанаузене узнают все. И только высказав ее, жанаузенцы снова смогут верить в свое будущее и будущее своей страны.